A phenomenon is taking place in southern Russia. In a country where until recently all religion was banned, thousands of young men and women are turning to God. Amen. What is more surprising is that most of these people were once hardened drug addicts and criminals. The man behind this extraordinary revival is a 47-year-old pastor, Sergei Fedrovich. For 20 years, Sergei Fedrovich lived outside the law. He took part in armed robbery and became heavily addicted to alcohol and heroin. But in 1996, a friend invited him to church, and he had an experience that changed his life. Утром 22 сентября 1996 года я пришел в церковь в городе Ростове-на-Дону. Я вышел на покаяние, я покаялся перед Богом, и я пережил, как будто вокруг меня взорвалось что-то. Что-то взорвалось и засияло золотистыми пылинками, песчинками. Я увидел это четко, и как будто что-то с моих плеч свалилось. Sergei gave up his life of crime and stopped taking drugs. Then he went back into the criminal world in search of other addicts to pray for them. Прекрасными, любящими тебя детьми, чтобы это чудо, которое ты уже совершил. The results were remarkable. One by one, they started to come off drugs. Там были такие чудеса, что люди, наркоманы, которые к нам обращались, они на глазах исцелялись. Происходило такое невероятное действие. Это производило как бы эффект, желание служить. И вот это было моментом начала исхода. Exodus is now a large organization operating throughout southern Russia. As soon as people are healed, they're sent out to look for other addicts who need help. It often means walking into some desperate circumstances. In this house, we found a young man living with his mother. Сколько тебе лет, Жень? Мне 24. А ты живешь тут, да? Нет, я живу, я тут существую. В 24 года умирать, это ты меня извини, это рано. Согласен? Да. А? Я не согласен. Не надо. Да я, блядь, сейчас был. Умер бы сейчас, а хочется жить, даже. Мы когда-то умирали в грехах, были наркоманами, алкоголиками, бандитами и ненужными никому людьми. Но Бог пришел в нашу жизнь и освободил нас от рабства греха. Он изменил нашу жизнь. When the addicts are ready, the teams offer to pray for them. This may be the first stage in a long process of recovery. Давайте, я сейчас буду говорить слова молитвы. Вы будете повторять за мной. Хорошо? Отец Небесный. Отец Небесный. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе. Я прихожу к Тебе. В этой молитве. В этой молитве. Господь. Господь. Прости меня. Прости меня. Омой меня своей чистой кровью. Омой меня с собой чистой кровью. Будь моим Господом и Спасителем. Будь моим Господом и Спасителем. Отец, Сын и Святой Дух. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Out in the countryside throughout Russia, groups of buildings lie abandoned and derelict, a legacy of the communist era.
Exodus is gradually converting these into makeshift rehabilitation centres. Я уже учу Библию. 50 рублей погонный метр. Зайди сюда, подвесь. Наши условия, в которых мы сегодня работаем и живем, они не всегда хорошие, они не совсем хорошие. Это условия ужасные иногда. Но Sergei believes addiction is a spiritual problem and can only be dealt with in that way. Проговаривай, Господь, говори нам, Господь, ответь на каждый вопрос, Господь, я прошу. Exodus relies solely on a daily program of prayer, worship and teaching from the Bible. Иисуса Христа! Аминь! Платы, духовный рост, чтобы все соответствовало. Кого-то с Северской со Славиком решить и с Володей. Договорились, да? Все, значит... As soon as someone is fit enough, they're given a job to do. There are now 22 Exodus centres in Russia, with over 500 people recovering at any one time. Each week brings new arrivals. This man was found underground in the basement of a tower block. He'd been there for a year. Я родился в городе Краснодаре, проживал в России. У меня была нормальная семья, нормальное детство. Ни в чем я не нуждался. Хорошо учился в школе. Затем поступил в военное училище, которое закончил. Но в военном училище у меня случилось несчастье, и у меня умер отец. После этого я попробовал, что такое водка. Затем я серьезно начал увлекаться тяжелой музыкой, тяжелым роком. Через него я пришел к сатанизму. И чем дальше, тем больше начал грязнуть в этой грязи. 2 недели назад я проснулся в заброшенном подвале со своим другом. Начал его будить, но друг мой оказался мертвым. Он сгорел от водки. То есть сердце его не выдержало. Мы выпили накануне 3 литра самодельной водки. Since the fall of communism, drug addiction in Russia has spiraled out of control. Despite the success of Exodus, it's still difficult to get addicts to give it a try. The challenge for the Exodus workers is to overcome skepticism towards a faith-based program. Но есть у тебя надежда на то, что жизнь твоя может измениться? Да, я только надеюсь. Но вообще вот такое вот именно желание и вера в то есть, что просто можно спастись, поехав в центр. Именно вот просто ты видишь свидетельство, то есть перед собой. Я сижу, просто ребята, с которыми ты общался, видел. Under communism, all forms of religion were suppressed, so an entire generation has grown up without belief in God. Но когда коммунизма была, вообще не верила, что Бога нету. Все. И вот. Так и жила, что нету Бога. Но все равно в душе глубине где-то думала, что есть Бог, есть Бог. Но не верила. Вот пока не случилась беда с внуком. К психологам, психотерапевтам водить, платить. Ничего не получилось. Ничего. Пока потом узнали, есть церковь. Вот. Можно исцелиться верой. Sergei has begun to rebuild the church in Russia from the grassroots up.
Making use of old theatres and cinemas, he's putting on services that are attracting people who've never been to church before. Many of them recovered addicts and their parents. The pastors who run these churches are the very people that Sergei first prayed for when he started Exodus. This man used to be a criminal. Now he's leading a church of over 400 people. Самое главное для меня, что я помогаю таким же людям. И вижу в этом результат. Вот это самое главное. И мы видим, когда люди, они изменяются. Они меняют свою жизнь, кардинально меняется жизнь, и рождаются у них дети. У них семьи, у них квартиры, дома, то есть в жизни меняется. Вот это самое главное. И пришло внутреннее удовлетворение. То есть я теперь радуюсь, я теперь понимаю, что вот это вот мое. Крещу тебя во имя Иисуса Христа. Поздравляю. Я не стараюсь сделать людей религиозными, но через познание слова истины, слова Божьего я стараюсь привести людей к нормальной жизни. Может быть, не все становятся служителями или священниками, но моя цель, мое желание – помочь людям стать полноценными людьми в обществе, в России. The success of Exodus is taking Sergei to some of the wealthiest families in Russian society, whose children have also fallen prey to drugs. Это же могло передаваться и другим людям, чтобы могли те люди, с которыми вы будете общаться, и кому-то вы поможете. This man was a heroin addict for 11 years. He's the son of a Russian general. Моей семьи, для меня лично, это как, гром с ясного неба. Потому что я готовил для своего сына определенную дорогу в жизнь. Значит, я надеялся, что он где-то сменит меня. Мы не знали, куда нам деться. Выйти на улицу и крикнуть, рассказать людям, попросить помощи. Это точно не у кого. Мы скрывали это очень долго, никому не говорили. Ой, какой кошмар был. After prayer from Sergei, he was healed. He's now Sergei's right-hand man, helping to run Exodus. Вот вы знаете, у меня сейчас слезы, но это слезы радости. Это не слезы того горя. Я уже то забыла. Я сейчас просто счастливая женщина. Счастливая мать. March 2004. Just 8 years after leaving his life of crime, Sergei is to receive an extraordinary honor. The highest spiritual authority in the country and a member of President Putin's cabinet, Sergei Vaslovich Rahovsky, has come from Moscow to inaugurate Sergei as a bishop. He'll have jurisdiction over the South Federal region of Russia. But for Sergei, this is just the beginning. Despite limited resources, he intends to take Exodus all over the world. He's already opened up a centre in America and now is making inroads into Britain. So far, over 2,500 addicts have been set free of addiction. Hallelujah! Независимо от того, придут ко мне деньги или не придут они, я буду помогать людям. Я хочу помогать людям. Я буду стараться делать все, чтобы еще один наркоман мог приобрести хорошую, правильную жизнь.